Доброго времени суток, мои дорогие подписчики и гости моего канала. С вами канал Энергия Таро. А это значит, что сегодня нас с вами ждет очередной расклад. Перед тем, как мы начнем, я прошу поддержать это видео лайком. Это очень помогает мне в развитии канала. Также, если вы еще не подписались, то предлагаю это сделать прямо сейчас. Нажмите на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Ссылки на все мои социальные сети, а также на мои личные контакты WhatsApp и Telegram есть в комментариях под любым видео на канале, друзья. У нас есть также второй закрытый канал на Бусти. Слева сейчас появится QR-код, по которому вы можете перейти и за подписку всего в 299 рублей в месяц смотреть шок-контент и те расклады, которых нет и не будет здесь на YouTube-канале, потому что YouTube их может заблокировать. И я благодарю всех тех подписчиков, которые уже с нами на закрытом канале на Бусти с прошлого года. Вы помогаете нам становиться лучше, друзья, помогаете нам активничать, делать новые расклады. Для вас ваши имена и ники сейчас появятся на ваших экранах. Благодарю вас за то, что вы есть у нас. Также спешу напомнить о том, что у меня есть личные расклады, и я делаю обряды. Мы делаем обрядовые свечи из натурального воска своими руками. За обрядами, обрядовыми свечами и личными раскладами и консультациями прошу обращаться ко мне в личку. Личка указана в комментариях. С нами сегодня карты «Безумной луны» Патрика Валенса. Здравствуйте, карты. И поговорим мы с вами сегодня о противоречивой фигуре в истории британской монархии и королевской семьи, ставшей в 2018 году герцогиней Сассекской и супругой принца Гарри. Это Меган Маркл. Меган Маркл, ее тайны мы сегодня будем с вами смотреть на картах Таро. Почему Меган не любят, как она влияет на решение своего супруга Гарри в отношении своей семьи, и когда же, наконец, наступит мир между королевской семьей и между семьей Гарри и Меган. Ну и станет ли Меган королевой Великобритании, а вдруг? Сегодня мы сначала узнаем, конечно же, про характеристику личности этой женщины, что это за человек, есть ли у нее какие-то страхи, слабые и сильные стороны ее, как мы обычно с вами всегда раскручиваем, а потом перейдем к основному блюду, хочется сказать. Итак, карты, покажите нам, пожалуйста, характеристику личности Меган Маркл. Что это за человек такой? Основная ее суть. Характеристика личности. Характеристика личности герцогини Сассекской Меган Маркл. Основная суть Меган Маркл. Что это за человек? Карта смерть. Очень интересно. Трансформация вокруг меня и трансформация вокруг всех людей, которые меня окружают. Любит постоянно обновления какие-то, что-то новое. Любит обновлять в своей жизни, и старое вот прям бросает сразу, да. Здесь по карте смерть, именно в девятной колоде, смерть убивает своего собственного ребенка, потому как он ей больше не нужен, а она беременна новым ребенком, и что-то новое у нее уже образовывается в жизни. Старый ребенок ей больше ни к чему. Точно так же и герцогиня Сассекская, если что-то новое ей взбрело в голову, оно постоянно ей в голову, скажем так, приходит какая-то мысля, какая-то интересная, да, она сразу мысль старую, ненужную, никчемную уже, она убирает, допустим, к примеру, захотела она заняться линией своей одежды, у нее что-то не получается, не получилось, не срослось, скажем так, и она сразу же начинает что-то новое, старую мысль убирает от себя. Человек, который не доводит ничего до конца, не вырастила, не дорастила еще смерть своего ребенка, своего детенка, но уже беременна новым ребенком и хочет этого ребенка убить, не доводит до конца, ставит перед собой цели, не видит вроде бы препятствий, идет к этой цели, но когда что-то не получается, что-то не сходится, что-то не по ее планам, она начинает психовать, она начинает пылить, истерить, очень вспыльчивый достаточно человек по этой карте, по 13-му старшему аркану, и очень тяжелый. Вокруг нее такой прямо гнет, такая, знаете, тяжесть атмосферы. Все должны слушаться меня и только меня, только как я сказала, так и будет. Вот здесь такой очень человек-тиран, человек-деспот. Хорошо, что она не родилась мужчиной, иначе бы все просто строились в одну шеренгу, да, под ее команду. И здесь, как я уже сказала, не доводит до конца то дело начатое, которое поначалу ей как бы очень полюбилось сильно. Не получается у нее, потому что ее амбиции, они выше, чем ее личность, да, хочу, могу, не сходится, хочу много чего, могу мало чего, вот именно как личности я имею в виду, да, здесь еще может быть потеря в раннем возрасте кого-то из родителей, кого-то из детей, возможно, мама делала аборты какие-то, да, дочка это знала и видела.
знала о том, что мама делает аборты, потеря детей, потеря родителей, потеря родственников каких-то в молодом возрасте, это тоже сказалось на ее характеристике личности. Не щадит никого и ничего, я самая главная, я самая первая в этой жизни, я люблю трансформации, я люблю обновления, а значит, все вокруг меня будет меняться, и все родственники, родные и близкие мне люди тоже будут меняться со мной в ответку. Как я сказала, так и будет. Личность достаточно сильная, но инфантильная. Очень много амбиций, которые я не могу воплотить в жизнь. Была такая песня «Мои амбиции мне не дают развиться». У «Фабрики звезд», да, если помните. И вот здесь как раз про Меган Маркл. Вынуждены терпеть ее склочный характер люди, которые находятся рядом с ней, ничего с этим поделать не могут. Карта смерти очень сильная по своей сути. По 13-м старшим арканам родились люди, которые хотят завоевать весь мир, у них это не получается, и все люди страдают вокруг них, да, если у них это не выходит. Сильные и слабые стороны Меган Маркл. Сильные и слабые стороны Меган Маркл. Сильные и слабые стороны Меган Маркл. У всех у нас есть сильные и слабые стороны. Сильные стороны. Любит деньги, любит держать все в своих руках, и она считает это своей сильной стороной. И это как раз-таки ее темперамент, непреодолимый какой-то, да, бушующий темперамент. Она в виде дракона любит держать все под контролем. И это у нее хорошо получается. И, как ни странно, люди слушаются ее. Хотя людям... рядом находящимся это может не нравиться. Ее сильная сторона – это то, что она любит держать все под контролем, держать людей и держать деньги под контролем. Очень любит деньги, очень. Здесь крайне ресурсный человек, привлекающий к себе монеты, привлекающий к себе пентакли, крайне жадный человек. Она считает это своей сильной стороной. Она считает сильной стороной то, что она смогла многого добиться в своей жизни. Действительно, она добивается всего того, чего она хочет. Всегда. И это ее сильная сторона. Держать все под контролем, добиваться всегда всего того, что я хочу. Это сильная сторона. Слабая сторона. Интересно, что слабая сторона вышла, ее характеристика личности – это смерть, не доводить дело до конца, не доводить начатое до финала, друзья. Я многого хочу, я многих и многое держу под контролем, я человек, который всегда добивается того, чего хочет, но слабая моя сторона в том, что я не добиваюсь до конца той цели, которую действительно хочу идти и к которой действительно стремлюсь. Не доводить до конца, до финала – это ее слабая сторона, друзья. Точно такая же, как и характеристика личности. Можно сказать, что от рождения ее характеристика личности – это ее слабая сторона по жизни. То, что она морально бедным человеком является, потому что у нее в голове очень много пентаклей, очень много денег, она хочет все время что-то завоевать, чего-то завоевать, кого-то завоевать. У нас в нашей жизни не только материальные ресурсы и блага, это хорошо, да, для человека, но и моральные какие-то ресурсы, наша душевность, да, чакра, анахата, наша сердечная, наша душа, это то, что является самым главным у любого человека. Но вот Меган Маркл так не считает, она считает, что ресурсы, деньги и главное держать всех людей под контролем. Очень такие сильные карты выходят на этого человека, сильные, и в то же время она не умеет их контролировать, свои эмоции, свои чувства, свою основную суть, она не умеет ее контролировать, они не подвластны, и это является ее слабой стороной. Самый главный и основной страх в жизни Меган Маркл, чего боится больше всего? Самый главный и основной страх в жизни Меган Маркл, чего Меган Маркл боится в жизни в этой больше всего на свете? Быть непризнанным. Туз Пентаклей снова, да, быть непризнанным, показаться людям не такой, какая она есть на самом деле, показать людям свою основную суть, она боится, она все время как будто бы притворяется, она не тот человек, за кого себя выдает. Карта шестерка жезлов говорит о том, что я хочу признания, у нее есть синдром Бога и мания величия, друзья, это психопатические расстройства личности, и они у нее есть, очевидно, потому что карта маг, карта манипулятора, жесткого узурпатора, это повторяет нам шестерку жезлов. И здесь маг перед людьми играет такую сценку, то, что он обладает четырьмя руками и 4 стихиями. Да, я все могу, я все умею, посмотрите на меня, как я могу. Такая определенная театральная сценка. Но обратите внимание на сосредоточенное и кривую ухмылку и сосредоточенное лицо мага.
у него что-то не получается, и он не хочет, чтобы это прознали люди. И вот здесь маг, он такой неумеха немножко, за все берется и ничего не выходит. Точно так же, как я сейчас говорила о Меган Маркл, то, что она ставит цель и до конца не доводит ее, точно так же сейчас карта маг нам говорит об этом, да, то, что я что-то делаю, не довожу до конца, у меня не получается, я берусь за первое, за второе, за третье, за четвертое, и ничего не до конца, до финала не довожу. И я очень боюсь, что об этом прознают люди, и что перестанут обо мне как-то говорить, меня как-то восхвалять. То есть она очень боится непризнания человеческого социума. Даже пусть про меня говорят плохо, но пусть про меня говорят. Главное, чтобы я была на виду, главное, чтобы я была на слуху. Если обо мне говорят, значит, я личность. Если обо мне говорить не будут, значит, что-то не так, да, что-то пошло не так. И вот этого она очень боится. Страх непризнания в ней какого-то лидера, в ней какого-то артиста, человека на виду. Если они перестанут говорить, если все затухнет, то затухнет и сама Меган Маркл. Вот об этом здесь речь. Следующий вопрос. В чем заключается счастье Меган Маркл? И счастлива ли Меган сейчас? В чем заключается счастье Меган Маркл? И счастлива ли Меган сейчас? На самом деле глубоко несчастный человек, если вот так посмотреть, да, в чем заключается счастье Меган Маркл. Счастлива ли она сейчас? Переживший какую-то глубокую травму, глубокую потерю, какой-то нелегкий жизненный опыт, да, мы видим ангела по умеренности, который держит на своих плечах каменные крылья. Это говорит о опыте каком-то не очень хорошем в жизни, который был у нее в прошлом, возможно, сексуальном опыте, кстати говоря. Она хочет об этом забыть поскорее. Здесь либо человек делал аборты, либо была нежелательная беременность, да, либо здесь какой-то сексуальный опыт прошлый, либо какая-то проституция, да, что-то вот здесь об этом говорится. Почему-то у меня вот эти карты здесь выходят, и она очень много эмоционирует по этому поводу. Умеренность вообще обозначает у нас частную медицину. Здесь умеренность у нас переливает из пустого в порожнее. Половые органы мужские и женские, если можете заметить, да, по кувшинкам, женский половой орган, мужской половой орган, и здесь что-то связано с прошлыми какими-то обстоятельствами в жизни, когда ей пришлось заниматься тем, чем ей не очень хотелось. И это либо сексуальная какая-то сфера, да, либо это внебрачный ребенок, либо это абортированный ребенок. И она очень много эмоций по этому поводу испытывает, часто это вспоминает. Угу. Ну так в чем заключается счастье Меган Маркл? И счастлива ли она сейчас? Да, здесь что-то с ребенком. Ощущение такое, что родить не может. Как будто дети не ее. Друзья, у меня даже свечка так закоптила немножко. Боится, что узнает весь мир о том, что дети не ее, как будто, друзья. Вот дети, которые сейчас есть, дети как бы не она родила, я имею в виду, да, вот тут долго пришлось ждать. Счастье в материнстве, счастье в том, чтобы родить детей. Какой-то неудачный опыт был в прошлом, который впоследствии сейчас повлиял на будущее. Я же говорю, здесь что-то про внебрачного ребенка или внематочную беременность, здесь что-то про беременность, которая либо получилась, я узнаю, друзья, чуть попозже я задам этот вопрос, либо получилось, либо есть этот ребенок, либо был сделан аборт какой-то, и сейчас по причине этого она не может родить. Такое ощущение, что ждет, долго ждет, да, невозможности родить. В чем заключается счастье в детях? Детские карты вышли, да, еще паж жезлов здесь вышел у нас ребенок, но здесь паж жезлов еще обозначает риск какой-то, она рискует сейчас в своей жизни, то, что многие узнают, многие догадаются, что дети не ее, как будто бы, она очень много эмоций испытывает по этому поводу, и тогда, если все узнают, что дети не ее, на нее обрушится шквал какого-то гнева, каких-то скандалов, да, и она перейдет в десятку, перейдет в новую жизнь, в которую она бы переходить не хотела. И девятка мечей говорит о страхах, о ее, да, то, что она постоянно думает об этом, что кто-то узнает, что кто-то прознает то, что она родила не сама. Я не вижу здесь, что она родила, а сама детей, которые сейчас есть у Меган и Гарри, как будто бы их, родила суррогатная мама, да. И здесь что-то послужило толчком тому, что есть сейчас ее здоровье. Я же говорю еще про медицину, про здоровье, да, женское здоровье хромает. Очень долго пыталась зачать ребенка, не получалось, либо были выкидыши, либо в прошлом был аборт, который повлиял сейчас на жизненные обстоятельства. Хорошо.
Счастлива ли Меган сейчас? Счастье в детях. Отчасти счастлива то, что дети есть, да, в любом случае. Но хотелось бы, конечно, стать мамой самостоятельно. Как в действительности прошло знакомство Гарри и Меган Маркл? Очень много пересудов на этот счет, да, кто-то говорит, что их познакомили друзья, кто-то говорит, что они познакомились на какой-то из яхт, потому что Меган Маркл раньше была яхт-девочкой, да, вот этой девочкой, которых приглашали для богатых мужчин на яхту. Сами понимаете, чем они там занимались. Как в действительности произошло знакомство Гарри и Меган Маркл? Как на самом деле произошло знакомство Гарри и Меган Маркл? Через кого-то, да? Через кого-то действительно познакомились, через друзей, возможно, да, на какой-то светской вечеринке, хочется сказать. Тут даже не на какой-то светской вечеринке, тут такое ощущение, что как вот рисунок, как он увидел фотографию, как будто бы, да, как фотография на вечеринке был. Гарри увидел фотографию, да, через кого-то, через друзей, они его с ней познакомили, и они приписали ей такие качества, какими она на самом деле не обладает, вот по королеве Пентаклей, да, что-то вот они прям рассказали про нее такого, что он прям влюбился все в фотографию, то ощущение, что они познакомились через фотографию, он увидел ее фото просто. Не думал, что что-то будет серьезное, туз мечей. Отбивается человек, да, что-то несерьезное. Либо как-то несерьезно ее воспринял, просто сказал, что она красивая, сексуальная, да. Какая-то несерьезная такая, да, тематика. Да, какая-то несерьезная тематика, я же говорю, по карте звезда. Ощущение, что они не сразу познакомились после того, как он увидел ее фотографию. Как будто бы какое-то время определенное прошло, либо он смог про нее забыть. И здесь потом уже их свели, потом уже их познакомили. Да, определенное какое-то время прошло после того, как он увидел ее фото. Здесь вот об этом речь. Почему Гарри решил сделать предложение Меган Маркл о вступлении в законный брак? Это случилось по любви? Почему принц Гарри решил сделать предложение Меган Маркл о вступлении в законный брак? Это случилось по любви или был какой-то расчет, возможно? Почему принц Гарри решил сделать предложение Меган Маркл о вступлении в законный брак? Тут ощущение, что принца Гарри все через одно место. Я имею в виду через половую чакру Садхистана, да, очень человек, очень заполнена у этого человека эта чакра, и он очень хочет каких-то отношений сексуальных, да, она его польстила именно вот этой своей сексуальностью, вот этой своей харизмой, очень ему понравилось в интимном плане, да, здесь они сошли, здесь все звезды сошли, скажем так, да, и ему вот понравилась ее фигура по императрице, по двойке пентаклей, ее внешний вид, да, такая горячая штучка, хочется сказать, да. Да и пора уже остепениться, пора уже уйти из горящего здания в новую жизнь. Я не вижу, что это любовь, я вижу, что это почему-то брак, потому что вот она ему нравилась в постели. Ну, это странно, да. Некоторые, конечно, да, так женятся, выходят так замуж, но это не всегда есть хорошо и не ведет к хорошей, лучшей жизни. В постели может быть хорошо, но потом ты понимаешь, что человек не тот, да, который тебе нужен. А должны все звезды сойтись. И вот здесь вот пора бы уже остепениться по шестерке мечей, да. Я вот как увидела ее все, я обомлел, Паш мечей. Паш это глупый человек, это маленький человек, да. Да, он здесь богатый, Паш, он здесь далеко не шестерка, он здесь обладает хорошей интуицией, однако все, он на кого-то засмотрелся он на двоечку пентаклей и на императрицу, и понял, что все, тут такая мне нужна, вот такую я хочу. Это все по дураку случилось, да, как-то вот дурак, человек несерьезный, человек не обремененный интеллектом. Я не говорю, что Гарри не обременен интеллектом, я говорю, что Гарри как-то поступил по-глупому, да, поторопился по восьмерке жезлов, карта торопыги. Вот срубить все на концу, да и пусть будет как будет, да, женюсь, все. Но чего-то главного он не увидел в ней, чего-то главного, ворона несет письмецо, вот чего-то главного-то он и не заметил. А слона-то я и не заметила, хочется сказать. И вот по дураку поступил и женился так опрометчиво, невдумчиво, просто потому что императрица, просто потому что лучше у меня не было и никогда уже, наверное, не будет. Все, вот он, когда ее увидел, он понял, что она такая горячая штучка.
Не любовь, не расчет, что-то вот такая детская какая-то глупость. Почему Меган Маркл вышла замуж за Гарри? По любви ли это было или по расчету? Здесь вот можно сказать, да, что по расчету, действительно. Почему Меган Маркл вышла замуж за принца Гарри? Почему Меган Маркл вышла замуж за принца Гарри? Есть такие мужчины, которых можно взять только через постель, да, вот Гарри как раз таким является, и ему больше вроде как ничего и не нужно, главное, чтобы жена была рядом красивая, сексуальная. Это глупо, конечно, но это факт. Почему Меган Маркл вышла замуж за принца Гарри? По любви или по расчету? Почему Меган Маркл вышла замуж за принца Гарри? Надо брать. Надо брать такого короля. Королем же станет потом. Если не возьму, дурой буду, да? Очаровала, околдовала. И надо такого по тузу Пентаклей короля-то брать. По королю Пентаклей. У него-то все есть, у него и денежка есть. Тут, конечно, расчет есть, да, определенный. Но королева кубков нам указывает еще на то, что ей понравилось, что он в нее влюбился. Именно он в нее влюбился. Да, он тоже ей понравился, но именно он таким дурачком, таким отшельником, да, как будто бы отшельник еще, знаете, на что здесь указывает? На то, что вот он готов все для своей герцогини Саксесской сделать. Тут такое ощущение, что дома главная женщина, ей это понравилось, она увидела в нем более слабого оппонента по жизни, да, то, что она сможет им управлять, ей это понравилось. Он вроде богат, он вроде из королевской семьи, но я смогу им управлять, я смогу с ним справиться. Он передо мной как отшельник, он передо мной ничего не сможет сделать. Он повинуется мне, а я его в себя влюблю. И королева кубков – это любимая женщина. Ну и женщина, конечно, которая любит. Да, это тоже. Но здесь больше любимая, да, он в меня влюбился, все, этого надо брать. И никаких противоречий здесь быть не может. Она еще, кстати, думала какое-то время. Думала, размышляла. Но поняла, что самостоятельно в этой жизни она добиться не сможет ничего, потому что она, как опять карта Маг указывает, она не доводит все дела до конца, да, и чтобы были пентакли, чтобы был вот этот самый главный пентакль, у нее в жизни много денег, много ресурсов, нужно ей выйти удачно замуж, и она удачно замуж вышла. Это все-таки больше за ресурсы, за финансы, за какую-то социальную жизнь она вышла замуж, да, а не за Гарри больше. Да, она влюблена в Гарри, да, ей он нравится внешне и физически тоже, они подходят друг к другу. Но я не могу сказать, что это какая-то бескорыстная любовь на всю жизнь, нет. Нет. Еще карта Маг указывает на манипуляции с ее стороны, да, которыми она активно пользуется. Гарри это спокойно хавает, хочется сказать, извините меня за выражение. По-другому не скажешь. Как королевская семья приняла такую, как Меган Маркл, да, как Елизавета приняла такую, как Меган Маркл, ну какую такую, актриса, разведенная, да, бывшая актриса, разведенная, с темным цветом кожи, как королевская семья одобрила вообще эту свадьбу Гарри и Меган Маркл. Почему королевская семья, почему Елизавета одобрила свадьбу Меган и принца Гарри? Почему? Тут, знаете, такое ощущение, как будто бы на небесах уже все решено. Невозможно не одобрить, решено где-то либо на небесах, либо в кругу. В каком-то кругу, который именуется глобалистами, масонами и так далее, да, здесь по девятке кубков, в каком-то кругу уже все решено. Нужно только немножко подождать, нужно только немного времени, и эта пара станет королем и королевой жезлов. Ощущение такое, я в шот-видео с вами говорила о том, что Гарри будет королем, да, в будущем Великобритании. Посмотрите мое шот-видео. И тут ощущение такое, что он пересилит кого-то, и они станут как раз-таки, да, через какие-то страдания, через какие-то муки пройдя,
Гарри станет королем, она станет королевой, соответственно. Да, мы еще это узнаем, мы еще это посмотрим. Но тут как королевская семья восприняла, почему она одобрила, тут дело не в одобрении королевской семьи, тут берите выше. Тут есть еще глобалисты, да, которые все уже заранее знают, которые все уже заранее устроили в этом мире. И тут немножко стоит только подождать, ну как немножко, такой продолжительный срок, да, после которого вступит на престол тот, кто проведет британскую монархию, хочется сказать, к светлому будущему, да, и король и королевой жезлов станут принц Гарри и, возможно, Меган Маркл. Я, конечно, узнаю, будет ли она королевой, возможно, это какая-то другая женщина, но тут ощущение, что все решено уже было заранее. Заранее то, что они встретятся, то, что они полюбятся, здесь, знаете, матрица сыграла. То, что они будут семьей, то, что все у них будет хорошо, как бы там ни было. Хорошо. Изменяет ли Гарри Меган? Слухи слухами, но проверить нужно. Изменяет ли принц Гарри Меган Маркл? Изменял ли принц Гарри Меган Маркл? Изменяет ли сейчас, на сегодняшний день? Изменял. Карта умеренность, карта не только медицины, но и карта совокупления человека, да, умеренность, как я вам уже сказала, показывает на мужское и женское, на инь и янь, на слияние. Изменяет ли сейчас на данный момент? У него пользуется он большим спросом, много у него девочек, много у него девушек вокруг него вьется, да. По умеренности, кстати говоря, изменял, но не часто. Умеренность – это такая спокойная карта. Что-то было, либо была какая-то одна любовница. Я не вижу здесь толпы женщин, с которыми он спал. А вот здесь толпа женщин просто вьется за ним и ходит, да. Изменяет ли на сегодняшний день, опять, да, толпа женщин. Я хочу эту толпу женщин при себе оставить, чтобы мной восхищались. Он любит вот это внимание, он очень любит внимание. Изменяет ли принц Гарри сейчас, на сегодняшний день, королева кубков? У него одна единственная королева кубков, одна единственная любимая женщина. Сейчас, на данный момент, я не вижу измен в их семье. Вот на данный момент этого времени у него много женщин, много девочек, но королева кубков у него одна. И я не вижу, что эта королева кубков была бы его любовницей. Я вижу, что это просто супруга его на сегодняшний день. Но это пока, опять-таки, да. Изменяет ли или изменяла ли Меган Маркл Гарри? Изменяла ли, изменяет ли Меган Гарри? Изменяла ли, изменяет ли на данный момент времени? Меган Маркл Гарри. Изменяла ли, изменяет ли сейчас Меган? Нет, не изменяла. Кстати говоря, не изменяла, и ее держали в неведении, она очень долго не знала, что ей изменяют. В штабском наряде человек лежит под землей, ее буквально закопали. Когда она узнала, она буквально была в какой-то депрессии, да, когда она узнала, что у Гарри есть какая-то любовница. Изменяет ли сейчас? Опять-таки, да, вокруг нее тоже очень много мужчин, она тоже очень многим нравится. Она красивая девушка, бесспорно. Но изменяет ли? Это не карта измены, это карта восхищения. Изменяет ли сейчас Меган Маркл Гарри? Нет, просто много вокруг нее вьется людей, да, но союз тоже один. Союз только со своим мужчиной, да. Вот сейчас, на данный момент времени, в их союзе нет измен. Вот именно сейчас, конкретно, на данный момент времени. Что будет потом? Это уже потом. Хорошо. Что между Гарри и между Меган Маркл сейчас? Мысли, чувства Гарри к Меган и мысли, чувства Меган к Гарри. Что между парой принца Гарри и Меган Маркл сейчас происходит? Что между парой? Императрица главная в семье. Императрица в семье главная, женщина в семье главная. Что между ними происходит сейчас? Мысли Гарри о Меган и чувства Гарри к Меган. Мысли. Чувства. Иногда чувств очень много, они удушают. Они бесят, они тревожат, они раздражают по тузу мечей. Хочется от них укрыться, защититься.
хочется защититься от нападок своей супруги, хочется куда-нибудь занырнуть, залечь на дно. Очень эмоционально переносит принц Гарри то, что женщина в доме хозяин. Но все равно он идет на поводу, да, за ней. Мысли королева Пентаклей. Ну, очень много мыслей у Гарри о том, что слишком много тратит Меган, да, очень много трат таких каких-то не по бюджету, скажем так, да. Очень много трат, очень много каких-то ресурсов сливает он на нее, а она ему не дает, как будто бы энергообмена, как будто бы нет в их доме, да. Как будто бы ей плевать на него, либо она так себя ведет с ним, то, что ей на него плевать. Ресурсы, как будто он не может с нее черпать, а она с него черпает ресурсы, деньги, очень много тратит, дорого одевается, брюлики какие-то вешает на себя, покупает, да, что-то такое. И женщина в доме главная, его это не совсем устраивает, он пытается от этого отбиться, отбивается, да, не получается. И не может ей об этом сказать, самое что главное. Но меч его всегда наготове. Они ругаются часто, да, и в его чувствах, конечно, ну, и огонь, и лед. Тут такие чувства противоречивые. Вроде бы и любимая женщина, вроде бы и красивая, но он все ведется вот на эту падки, он все-таки все на сексуальность вот на эту, да, на внешность на ее, то, что она красивая. И как это у нас уже дети есть, да. Здесь такие противоречивые чувства. Мысли, чувства Меган Гарри. Мысли, чувства Меган Гарри. Мысли и чувства Меган Гарри. Тут что-то скрывает она от него. Либо скрывает то, что в прошлом было, либо как-то подстраивается под него, пытается подстроиться под него. В каком плане? В том плане, что нет, ты же в доме главный. Нет, не я, ну ты что? Ну ты что, не понимаешь, что ты в доме главный? А он, понимаете, он понимает то, что не он в доме главный, а она. Вот, понимаете, как мимикрия такая, подстраивание под человека, обман, фикция, ложь. И здесь еще какая-то ложь из прошлого. По пажу кубков. То, что хотелось бы скрыть, хотелось бы утаить, вот об этом думает она сейчас, да, в мыслях, то, что хотелось бы утаить, то, чего она не хочет раскрывать перед своим мужем, перед своим супругом. А чувства какие у нее Гарри? Ну, театральная показуха, ты мне разбил сердце. Она давно уже не думает про эту измену, про которую была, да, но вот она все время ему про измену напоминает. Она играет его чувствами. Она как будто постоянно истерит и постоянно вспоминает ему то, что было раньше. Постоянно ему вот так вот триггерит, да, на это. Давит на больную мозоль. Он от этого психует, нервничает, раздражается. А она уже давно не плачет, на самом деле. Это такая театральная показная тройка мечей. Конечно, ей просто скучно, делать нефиг. И вот она, знаете, занимается, чем попало. В богатом, дорогом замке, в большом сидит, да, и выкидывает кубок с балкона, не знает, чем заняться. Как будто бы у нее сейчас нет главной цели в жизни, как будто бы нет какого-то такого занятия, которым бы она хотела заниматься, и вот она начинает истерики какие-то, скандалы закатывать. Не пойми, что, да, истерики, скандалы, не пойми, что устраивает, да. В чувствах у нее нет особой любви. Есть, наверное, привязанность какая-то, да, один кубок она уже выбросила, считает его недостатки. Достоинств почему-то я не вижу, да, то, что она видит в нем какие-то достоинства сейчас на данный момент времени, да, и тянет с него ресурсы какие-то. Ресурсы, тянет с него пентакли, побольше, надо побольше вытянуть. Как будто бы вот энергообмена действительно нет, она с него тянет, он ей дает, а она ему нет. Она ему только устраивает какие-то скандалы. Правда ли, что в прошлом Меган Маркл была девочкой на яхту? Да, я уже говорила об этом в нашем сегодняшнем раскладе. Правда ли, что ее поставляли как девочку на яхту для того, чтобы она ублажала богатых мужчин на яхте? Правда ли, что в прошлом Меган Маркл была девочкой на яхту и занималась, оказывала сексуальные услуги мужчинам с деньгами? Да. Правда, гулянки, пьянки, как раз вода здесь, да, у нас рыбка, проститутка у нас здесь, да, с двумя священниками. Веселятся, гуляют. Это правда. Тройка кубков. Но об этой своей стороне жизни она говорить не любит. Да, она начала заново.
Я начала заново, я от этого прячусь. И здесь тоже обратите внимание, здесь изображена проститутка, и здесь изображена проститутка. Я от этого прячусь. Я сбросила все свои волосы для того, чтобы начать заново. Мы стрижем волосы тогда, когда хотим избавиться от информации, которая была у нас в прошлом, да. И мне не очень нравится, что за мной наблюдает общество и что оно об этом говорит. Я хочу от этого избавиться, я хочу от этого уйти. Я делала это, потому что мне нужны были деньги, я развлекалась, я работала как могла, как умела, хочется сказать, да, но начала заново. Из винтиков и шпунтиков сама себя собрала. На мне, правда, конечно же, маска другого человека, я хочу от этого скрыться, я хочу от этого спрятаться. Да, правда. Да, правда, было дело, но это было в прошлом, и она не собирается это возобновлять, скажем так. Правда ли, что у Меган Маркл есть внебрачный ребенок? Как понять внебрачный? До того, как она была замужем за принцем Гарри, она была замужем за другим человеком. И когда она была замужем за тем человеком, она ему изменила, и говорят о том, что у нее родился внебрачный ребенок. Как раз-таки в первом браке. Правда ли, что у Меган Маркл есть внебрачный ребенок? Правда ли, что у Меган Маркл? Правда ли, что у Меган Маркл есть внебрачный ребенок? Да, правда. И тут еще дело в том, что вот как раз-таки из-за того, что вот родился этот ребенок, родился он как-то тяжело, да, плохо как-то родился, она не может сейчас иметь детей. Вот я опять вижу, да, вот эти две карты. Обнуление. Обнуление информации, обнуление жизни человека. Я не могу больше чего-то иметь. У меня что-то не функционирует, у меня что-то больше не работает. Переспала она с каким-то королем Пентаклей, который, кстати говоря, спонсировал и давал деньги на этого ребенка, на этого малыша. Но по дьяволу что-то здесь было сделано не то, да, с малышом. По дьяволу, по аддикции. Она следит сейчас за этим ребенком, то есть она знает, где он находится, но он находится не с ней, да? Она как его куда-то отдала, как будто бы. Отдала, как заплатила денег, сдала куда-то, как будто бы обнуление. Она его сдала, отдала. Но следит за развитием событий, да, за развитием его жизни. Императрица, мама следит. Но императрица здесь такая тоже, знаете, она не совсем мама, она любит себя больше. Императрица здесь больше себя любит, чем кого-либо другого. Она сдала как будто куда-то ребенка. По дьяволу отдала его куда-то. Да, отдала. На одного ребенка она здесь наступила. Обратите внимание, королева Пентаклей здесь наступила на ребенка. Ей важны больше деньги, ей важны больше ресурсы. Остальных детей она не забыла, на одного наступила, вычеркнула его из своей жизни, кому-то отдала, дает туда деньги, следит за его жизнью, но особо-то он ее не интересует. И она хотела бы, чтобы эта сторона ее жизни, она полностью была зачеркнута, вычеркнута из ее жизни. Связь была, ребенок есть, но из-за этого ребенка как будто бы не может родить сейчас. То ли роды какие-то были трудные, то ли беременность какая-то была неудачная. Сама ли Меган родила двоих общих детей с Гарри, или это сделала суррогатная мать? Как раз подходим к этому вопросу. Сама ли Меган Маркл родила двоих общих детей с Гарри, или это сделала суррогатная мать? Сама ли Меган Маркл родила двоих общих детей с Гарри, или это сделала суррогатная мать? Это договор был, конечно же, с кем-то, да? Договор, что она родить не может, видите, за животик держится, да, девушка? Договор с кем-то. Договор. Да. Договор детский, да, вот дети, детская карта. Шестерка кубков – это детская карта. Чтобы никто не заподозрил, кто есть кто на самом деле. Вот здесь интересная такая карта, дети смотрят театрализованное представление, они не понимают, где черное, где белое. Под маской дьявола может скрываться ангел, под маской ангела, наоборот, дьявол. И здесь, чтобы никто не догадался, что это не она, здесь она как-то так все хитро подстроила, что вот как за живот держится, как вот накладной живот, да, как будто бы, чтобы все подумали, что это она родила. Да, карта мимикрии, карта обмана. Конечно, нет, это не она родила двоих детей, это родила суррогатная мама. Она не может больше иметь детей. Владеет ли Меган Маркл оккультными тайными знаниями? Использует ли их? Вот мне очень интересно тоже это узнать, да, так как она девочка с темной кожей все-таки, да, мама темнокожая. Мне интересно, владеет ли она черной магией, именно худу.
Владеет ли Меган Маркл оккультными тайными знаниями и использует ли их? Владеет ли Меган Маркл? То, что она грамотный манипулятор, это да. Владеет ли Меган Маркл оккультными тайными знаниями и использует ли их? Ушла от этого. Как будто бы раньше что-то было. Ушла от этого и не хочет начинать. Из-за того, что она что-то делала в прошлом, опять тут про детей, да? Она сама себя обманула, как будто бы, опять про детей, как будто бы она раньше что-то делала, раньше что-то могла использовать, какую-то магию действительно, да. Но здесь карты говорят, что она сама себе навредила, и опять по поводу детей что-то, да, родить не может из-за того, что она раньше пользовалась какими-то такими магическими штучками. Но это, знаете, была такая игра. Я не могу сказать, что она прямо ведьма какая-то, что она владеет оккультными знаниями, что она что-то может, да, что она может как-то перевернуть мир, что-то сделать, как-то околдовать, приворожить. Нет, тут такого нет. Тут такая игра была. Да, что-то делала, чем-то занималась, сама себе навредила, и такое ощущение, что она подумала, что родить она не может именно из-за того, что она раньше чем-то владела, каким-то черным искусством, да, но это на самом деле бред. Так, знаете, когда в детстве вызывали кровавую Мэри, приди, вот что-то вот из этой оперы. Владеет ли, ну, если захочет, любой человек может научиться, но она этого не хочет сейчас. Отношение Меган Маркл к Кейт Миддлтон. Меня спрашивали подписчики мои. Отношение Меган Маркл к Кейт Миддлтон. Отношение Меган Маркл к Кейт Миддлтон. Выше себя ее чувствует, да? То есть то, что Меган выше, чем Кейт. Да, я выше тебя. Я превосходнее тебя, я лучше тебя. Да, я императрица, а ты... Я и король кубков, я и королева пентаклей, я и императрица, а ты никто. Такое ощущение, что вот отношение Кейт Миддлтон у нее как к лохушке какой-то, да? То есть вот ты лохушка, а я вот, посмотри, молодец какая. И все со мной хорошо сейчас, да? И никому-то я дорогу не перехожу, потому что я всех перехитрила, обманула. Опять эта карта ожидания. Я жду своего часа, чтобы стать императрицей. Вот она чего ждет. Она хочет быть королевой. Я про Меган Маркл говорю. Твой король кубков тебе изменил. Водный знак зодиака. Твой король кубков тебе изменил. И у тебя начнется новая жизнь через боль, через страдания. А я стану королевой, императрицей. Через хитрость я перейду в новый статус. Отношение Кейт Миддлтон, ну как вот ты лохушка, да, а я кто такая, и ты кто такая. Не могу сказать, что она ее сильно не любит, что она ее ненавидит. Ну просто у нее такое поверхностное отношение к ней. Как к человеку, который не заслуживает особого внимания. Будущие пары Гарри и Меган. Будущие пары принца Гарри и Меган Маркл. Будущие пары принца Гарри. Будущие пары принца Гарри и Меган Маркл. Но она от него не отцепится, да? Он станет королем, она будет королевой. Он будет праздновать, она будет рядом с ним. Женщина-воин, женщина, которая, если во что-то вцепилась, то она не отцепится, ее не расцепить, да? Она, как, знаете, как пиявка, как гнида такая маленькая. И все, вы уж извините меня за такие слова, но здесь об этом и речь как раз, да? Я не отцеплюсь от тебя, я от тебя не уйду. Я буду работать над тем, чтобы стать... Я жду этого момента. Я же говорю, она ждет, когда она станет королевой. Она ждет, она чувствует, что принц Гарри тоже перейдет во что-то новое через боль, через страдания. Боль, страдания – это сейчас отношения с его семьей. Через боль, через страдания Гарри все равно станет королем, она станет королевой, она этого очень ждет, работает сейчас над этим усердно, и она от него не отцепится. Их будущее вместе я вижу. Я не вижу развода. Следующий вопрос, последний вопрос. Станет ли принц Гарри королем Великобритании?
Станет ли принц Гарри? Станет ли принц Гарри? Станет ли принц Гарри королем Великобритании? Да? По нечестному правосудию так не должно было случиться, но случится какое-то обнуление, и двое детей поменяются местами. Двое детей – это дети как раз-таки по шестерке кубков. Шестерка кубков – это детская карта. Двое детей – это Уильям и Гарри, поменяются местами, будет какое-то обновление по нечестному правосудию. Что-то случится с Уильямом, что ли? Тут что-то с кем-то случится. И император проткнет золотого бычка. Да, станет. Двое детей поменяются местами. Что-то обнулится, что-то случится по нечестному правосудию. Так не должно было быть. Что-то по семерке мечей произойдет с одним человеком, да? И дети поменяются местами. То ли публика не примет как-то Уильяма, вот тут непонятно, то ли что-то произойдет с ним, но то, что принц Гарри будет королем, да, это 100%. Друзья, это были все вопросы про Меган Маркл, про принца Гарри. Задавайте, пожалуйста, интересующие вас вопросы. Напоминаю вам о том, что у меня есть личные расклады, обряды, и мы делаем обрядовые свечи своими руками из натурального воска. За обрядовыми свечами, за личными раскладами прошу обращаться ко мне в личку. А я вас очень люблю и до новых встреч!